Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Я вас приглашаю к просмотру очень интересного видео, на мой взгляд, о ювелирной бижутерии Silver Moon. Я уже давно люблю серебро, но тут случилась другая история. Я полюбила сталь. Если говорить подробно об этом бренде ювелирной бижутерии Silver Moon, то этот бренд или компания появилась уже давно в городе Минске, и не только в городе Минске, также в других городах Республики Беларусь. И вообще очень такой довольно-таки распространенный бренд. Я встречаю островки Silver Moon в разных торговых центрах. Всегда их обходила боком. Дело в том, что я поставила крест когда-то на бижутерии и на таких вот подделках, скажем так. Ну, мы же такие девочки, все меняется, поэтому я увлеклась после того, как стала просматривать их Инстаграм. Он очень интересный, там появилась новая девушка, и она просто чрезвычайно интересно его ведет. Просто вот мое внимание заострилось на этом. Честно, я получала подарок, то ли на день рождения мне дарили брошь от Silver Moon. Она была очень интересная и красивая. Я ее передарила, так как я броши не ношу. Но тут опять мое возвращение к этому бренду случилось, когда я узнала, что они, скажем так, пропагандируют сталь. Именно от них я узнала, что это очень интересный такой металл, о котором я расскажу попозже. И, естественно, моя покупочка состоялась в Silver Moon. Я сама выложила свои денежки на 2 украшения. Хорошо, что эти украшения были не слишком дорогие, поэтому давайте немножечко расскажу еще про Silver Moon. Также у них есть такая пометочка Swarovski Elements, то есть тоже можно купить кристаллы Swarovski у них, даже у них на островке. Я даже засняла этот островок, чтобы вы имели представление, что это такое, то там можно увидеть, там стоит целый стенд с этими кристаллами Swarovski, вообще там очень много разных украшений. Я прочитала про него подробнее. Вообще компания Silver Moon основана в 2007 году, то есть уже ей много лет, оказывается. Это сеть ювелирных украшений и бижутерии. Ювелирная бижутерия, причем производство Австрии, Италии, Чехии, Дании, Германии, Польши, США и России. Они даже заявляют, что в их украшениях выступают самые известные модели, открывая Victoria's Secret Fashion Show. Ну, по-моему, это шоу уже закрылось, но меня этот момент тоже удивил. Эту информацию я взяла даже с их YouTube-канала. У них, оказывается, есть и YouTube-канал, и лицо компании «Девушка-блондинка». Также, кроме YouTube-канала, у них есть сайт. Сайт мне не очень нравится, а вот Instagram мне нравится. У них 2 аккаунта. Один посвящен вот этой бижутерии, такой, как я понимаю, брендовой, а-ля брендовой, а другой посвящен Instagram, уже ювелирный магазин, Silver Moon тоже название, только побольше черточек, там уже серебро, например, Соколов по доступным ценам, вот если подробно прочитать про эту компанию. Вот такая вот краткая информация. Мои исследования закончились тем, что все-таки я не сдержалась и купила украшения. Мы сейчас вместе с вами их распакуем. Мне уже не терпится их надеть на себя. Сразу отмечу, что они очень красивенькие, в таких мешочках приходят. Давайте же подробненько рассмотрим. А вот и моя покупочка. Вот так вот выглядит мешочек. Здесь так и написано Silver Moon, Swarovski Elements. Да, у них даже представлены вот эти элементы Swarovski, а именно кристаллы. И также вот то, чем они торгуют. Все написано: бижутерия с кристаллами Swarovski, мужская бижутерия, аксессуары и брендовая бижутерия. Вот такой вот сайт, но мне их сайт не очень нравится. Я бы, конечно, над ним поработала, хотя я не специалист в этом деле.
А вот Инстаграм — это нечто, я еще покажу. Вот благодаря Инстаграму я и обратила внимание спустя несколько лет на этот Silver Moon. И давайте непосредственно доставать покупочки. Вот вам прям показываю с пылу с жару, как горячие пирожочки. Вот я так удивилась, что у них такие красивые мешочки. Вот один мешочек и второй мешочек. Все красиво, качественные, бархатные, прямо приятно. Не хуже, чем китайцы. И также они дают такую карточку. Вот такая вот карточка есть, дисконтная, с первой покупки мне дали. И здесь тоже вот этот значок «Кристаллы Сваровски». И также здесь есть, то есть перечислены все магазины, где представлена именно эта бижутерия. Ну, я непосредственно купила в данном молл, но видела и в столице, и в галерее, и даже в замке, да, эти островки очень распространены. Они практически в каждом нашем известном торговом центре в городе Минске. И вот даже, видите, и в Гомеле, и в Гродне, и в Могилеве можно отовариться этой радостью. Честно признаюсь, я от бижутерии когда-то начала отходить, решила поставить на этом крест, но потом я влюбилась снова. Чем привлек меня этот бренд? Мне понравилась реклама в Инстаграм, там очень подробно рассказывали именно про сталь, что в некоторых их изделиях применяется сталь. И я даже узнала точно название этой стали — 316L. Я долго думала и приобрела 2 изделия, чтобы был комплект. Значит, начнем мы, давайте с вами, вот что первое достану, с того и начнем, да, с колье. Начнем с колье. Я его высмотрела в Инстаграм, и как-то раньше я не очень любила все вот эти вот сердечки, всю эту историю. Но вот как-то мне понравилось. В моей коллекции нет такой вот грубой цепи, как модно, а здесь вот что-то среднее. Здесь цепочка и не грубая, и в то же время она массивная. Я бы ее причислила к массивной, и мне очень нравится это изделие. И хоть я не люблю покупать что-то под какой-то бренд, но здесь не удержалась и купила. Просто я неровно дышу вот к этим всем гравировочкам. А здесь есть гравировка Tiffany. И также написано, как и на оригинальных изделиях. Правда, вот я зашла в магазин Tiffany посмотреть, вдохновиться, и там я не увидела похожего изделия, но мне оно все равно нравится. Если его подробно рассматривать, давайте со всех сторон мы рассмотрим это изделие. Как я уже сказала, это изделие из стали. Если говорить подробно о стали, то сталь 316L, какие у нее преимущества? Она идеальна по соотношению именно вот эксплуатационных характеристик, внешности, стоимости. Да, это недорогое колье, оно стоило 77 белорусских рублей со скидкой. Я покажу даже этикеточку. Вот этикетка. Все здесь написано, то есть и сайт, и Инстаграм. И также здесь вот стоимость я купила с 50% скидкой. Я считаю, что это нормально. Я долго искала на Алиэкспресс, ничего похожего не нашла. Хотя на Алиэкспресс у меня хороший опыт покупки изделий из стали. Также написаны правила ухода. Кого интересует, можете остановить. И подробная информация об этом магазине, а именно об этом, как я понимаю, бренде Silver Moon, то есть серебряная луна. Ну и так как я люблю серебро, также я люблю серебро радированное, то сталь мне тоже нравится. Тем более у нее столько преимуществ. То есть вот этот металл, именно сталь 316L, способен долгое время сохранять свой вот первоначальный вид. А по прочности
И другим моментом он даже превосходит драгоценные металлы. Да, стальные украшения не окисляются, как, например, серебро без покрытия. И не боится воздействия на них соленой воды, ультрафиолетовых кислот. Ультрафиолета, кислот. Стальные украшения не склонны к механическим также повреждениям и не способны вызывать аллергию. У них какая-то вот своя особая эстетика, которую ценят вот даже простые люди, и не только простые люди, а даже знаменитости. Очень долгое время я наблюдала на некоторых знаменитостях изделия из стали, но в основном на мужчинах. Кстати, даже бренды Calvin Klein, Fossil, Polis, даже Dolce Gabbana, Jewelry и Эликса, они делают стальную бижутерию, то есть их ювелирная бижутерия из стали. Также, несмотря на то, что сталь — это металл унисекс, к нему все равно предрасположены мужчины. Но, как вы понимаете, ведь золото и серебро, они не всегда вот выдерживают вот этот мужской ритм жизни и царапаются, гнутся. Сталь же металл более практичный, выносливый в этом отношении. Ну а так как я мамочка 2 мальчиков, то я постоянно что-то делаю по хозяйству, и мне нужны тоже вот такие вот прочные украшения. И вот давайте со всех сторон посмотрим. Также здесь застежечка хорошая. Так как цепь массивная, то здесь используется карабинчик. И также здесь, видите, они сделали вот такую вот финтифлюшку, где написано «сталь». Вот так вот выглядит надпись на украшалочке. Но мне нравится даже вот эта украшалочка, она придает какой-то такой грубости этому украшению в хорошем смысле этого слова. Но очень мне понравилось это колье, даже отрежу этикетку. И как видите, хоть это и ювелирная бижутерия, они ко всем своим украшениям крепят бирки, документ. Та-та-та-та, обожаю этот момент. Я не рассказала, почему я так люблю гравировку и почему я так неравнодушна к ней. А дело в том, что у меня есть вот такие вот сережечки от бренда украинского Элис. И здесь тоже гравировка. Вот не знаю, тянет меня к этой гравировке. Здесь такие надписи кричащие, как видите. Fashion Time, Нью-Йорк, Милано, Париж. Но мне не нравится. Это серебряные изделия, то есть и к ним я покупала вот это колечко Fashion Time. Вот почему я купила это колье, не удержалась, опять решила купить что-то с гравировочкой. Очень мне нравится. И давайте посмотрим, почему я так запала на это колье. Вот если ввести Silver, то высветится 2 их инстаграм-аккаунта: Silver Moon Buy и Silver Moon Buy. Один аккаунт — это серебро, золото, Соколов, но там изделия подороже. Я больше люблю вот этот вот, где бижутерия представлена. И здесь непосредственно я и нашла вот именно рекламу вот этого изделия из стали. Вот как-то запало мне в сердце. Красивая реклама, и также там рыжая девушка, я так понимаю, ведет весь вот этот контент. И когда появилась она вот у этого Silver Moon, совсем все по-другому стало. То есть я обратила внимание, что вот эта сталь нержавеющая, это легендарная, это именно L316, она все подробно рассказала. Особенно цепляет тот момент, что даже, я так понимаю, у них обучены все консультанты, и они рассказывают, насколько хороший металл именно сталь. Вот это кольцо я не купила, но думаю над ним. Оно называется «Мягкое кольцо». Тоже интересная, конечно, вещичка. Ну вот написано, что про бренд Tiffany. Ну, понятно, что это сделано под бренд Tiffany. Одна из отличительных особенностей этого стиля — цепи крупного плетения в сочетании с маленькими нежными подвесками в виде сердец или ключей. Тоже комплект выполнен из стали 316L.
Вот. И еще вот случайно, когда я готовилась к видео, также листала их аккаунт и нашла вот еще девушку именно в этом колье. Вот так вот оно смотрится на девушке. Очень стильно, красиво, на мой взгляд. Колье в стиле известного бренда, так они и написали. Ну вот, может, колечко и куплю, честно, там не было размера. Также именно это колье есть еще и с покрытием, я так понимаю, ПВД покрытие, кто носит желтое золото. Поэтому можно купить и в таком вот цвете, и в золотом цвете. Вот мне оно нравится, греет душу. И я еще не рассказала, какие же преимущества стали перед серебром. Вообще очень много преимуществ именно стали перед серебром. Я вот покажу, я не просто так стала любить сталь. У меня есть сережки с AliExpress, вот такие вот. Они действительно не вызывают аллергии, все замечательно носится, отлично работает замочек. Также у меня есть сережки из стали тоже с AliExpress, вот с такими змеями. Все очень бюджетно. И я с удовольствием ношу эти изделия. И поэтому с уверенностью пошла и в Silver Moon купила это колье. Правда, оно не так дешево стоит, как на AliExpress. Но на AliExpress тоже цепочки под Tiffany можно найти за $29. То есть дороговато. Поэтому 77 рублей, значит 77 рублей. Тем более мне сказали, что их расхватывают как пирожки, а у меня, если я на что-то запала, то я запала. Вот мне нравится именно, что здесь цепь и не грубая, и в то же время она такая изящная, стильная. А теперь поговорим о преимуществах стали перед серебром. Первое, это серебро надо чистить. Должен быть особый уход за серебром, если оно, конечно, не радированное. Оно желтеет. Вот лично на моем опыте, вот у меня есть цепочка, она, мне кажется, не радированная. И еще несколько изделий, их надо постоянно чистить. Но это уже почищенная цепочка, но все же. Второе, то, что сталь, она тверже, чем серебро и меньше царапается. Третье, блестит. Можно купить без разных кристаллов, фианитов, изделий из стали. Оно будет блестеть, переливаться. Действительно, такой невероятный блеск у металла. И такой какой-то, знаете, голубой отлив, на мой взгляд. Немножечко оно по-другому смотрится, чем серебро, если так вот присмотреться. Но невооруженным глазом не отличить. Четвертая цена, то, что серебро, оно дороже. Ну и вот мы сравнили с вами серебро и вот именно сталь 316L. Почему я в последнее время стала покупать украшения из стали. Теперь переходим к сережечкам, которые я подобрала именно к этому колье. И они, на мой взгляд, просто великолепные. Их можно и в пир, и в мир. Тоже они идут в бархатном мешочке. Тоже прикреплена бирочка. Все как положено, видите, как к серебру. Все у них прикреплено. Но это не самое важное. Важно это какое изделие. И вот такие вот сережечки. Здесь замочек Конго, он очень удобный. Я вообще заметила, что остальные украшения, они очень часто делаются с этим замочком. Вот они, сережечки. Вот у меня с AliExpress серьги из стали. Тоже здесь замочек Конго, очень мне нравится, он очень надежный. И вот здесь супер. Но дело в том, что эти уже сережки стоят 57 белорусских рублей. Вот этикеточка к ним. Я купила тоже со скидкой. Вот здесь все написано. И также как ухаживать здесь не написано. Вот здесь тоже стоимость написана. И даже, видите, Tiffany и компания написана. И вот сами сережки. Отличный замочек. И мне нравится, что консультант, она протирает дезинфицирующим раствором и только потом дает. Это очень приятно, когда соблюдаются все вот эти нормы. Вот
Замочек отлично работает. Вот этот замочек на этой сережке, честно признаюсь, я проверяла перед покупкой и сказала, что не очень он хорошо работает. И девушка поремонтировала, и все замечательно здесь тоже. Очень вот этот отличный замок Конго, обожаю его. Та-та-та-та. Люблю этот момент, как будто красную ленточку обрезаю. То есть у сережек есть подвесная часть, и вот так вот они выглядят. И вот сам наборчик. Но если быть таким дотошным, как я долго думала, какие мне серьги купить. У них были еще серьги более пузатенькие, чем вот эти. Но они мне показались крупноватыми и не такими стильными, как эти. И когда я пришла во второй раз уже покупать это изделие, то их купили, те пузатенькие. И уже сама судьба мне подсказала, что нужно брать эти. Вот так вот выглядит весь наборчик. Очень мне нравится, как он смотрится. Он как-то вот смотрится не увесисто, скажем так. Единственное, если вот так как я люблю все расставлять по ювелирным полочкам, то я заметила, что здесь вот написано, если говорить уже о бренде Tiffany, они же хотят сделать как Tiffany, то здесь вот написано Please return to Tiffany & Co. New York, и здесь вот именно 925. То есть у Tiffany есть коллекция, где вот так вот и написано действительно, то есть это коллекция из серебра, насколько я осведомлена и смотрела их каталог. А вот на сережках уже написана другая цифра, то есть please return to Tiffany & Co. New York 750. То есть у них серьги делают из драгоценных именно таких металлов, то есть это золото 750 пробы. Давайте покажу вам, что я для себя сохранила, что касается Tiffany, вот, чтобы уже так быть. То есть на кулоне, именно на этом сердечке 925, а на сережках 750. Как я отметила, похожего кулона, вот как мой лично, вот прям вот один в один, я не нашла, а именно вот такого колье с сердечками. А нашла вот такое колье в каталоге Tiffany, и здесь, видите, написано Please return to Tiffany, 925 проба, это изделие из серебра. И обратная сторона есть, тоже если приблизить, то можно увидеть. Здесь на обратной стороне ничего нет. Вот. Что касается сережек, то тоже я похожих не нашла. Я нашла что-то приближенное, но там на пусеты серьги. Мне даже Конго больше нравится. Вот нашла у Tiffany только вот такие серьги, но здесь вот, как и у меня, написано 750 проба. Вот так вот выглядит сережка. То есть немножечко этот моментик напрягает для особенно таких дотошных. То, что здесь 925, а здесь 750 проба, но ничего страшного. Может быть, и нужно было пузатенькие брать, но мне очень нравятся эти серьги. Я довольна этим комплектиком. И также, так как я вот так увлеклась именно, так и скажу, подделкой под Tiffany, то я случайно даже нашла, под что сделаны мои сережки от Соколов. Вот такие у меня есть сережки, они в греческом стиле, можно сказать. И оказывается, у Tiffany есть сережки, которые называются оливковое дерево или листья оливы. И вот прям они почти такие же. То есть Соколов тоже вот делает. Это серьги из серебра, радированные, очень мне они нравятся. Они стильные и, оказывается, в стиле Tiffany. Вот я даже для себя сохранила серьги-кольца Olive Leaf. Вот как они смотрятся на афроамериканке. Очень красиво, и вот так вот они выглядят. То есть аналогично. То есть Соколов вдохновились Tiffany. Это тоже знак Tiffany. Вообще очень помогает насмотренность.
разбираться в своих украшениях более. Так интересно погрузиться в историю. Я не знаю, куплю ли я когда-то себе Тиффани. Я очень редко сейчас езжу отдыхать, за границу поехать очень сложно, да и страшно, поэтому выбираю для себя вот такие вот стальные изделия, можно сказать, вечные, тем более здесь просто чистая сталь. Очень мне нравится, очень я довольна покупкой. Вся покупка моя это 77,57, 134 белорусских рублей. Можно иногда и побаловаться такими замечательными стальными украшениями. Я прям прониклась сталью и советую вам. У меня есть даже вот изделие, нашла с AliExpress от Xuping. У меня есть колечко из стали, оно замечательно носится. Вот колечко. И буду сочетать, даже не обязательно покупать стальное. От Silver Moon можно надеть от Xuping вот это колечко, оно тоже сочетается с этим стальным набором. Вот полюбила я сталь, как видите, прямо у меня какая-то коллекция. Вот сережки стальные, вот эти стальные сережки, и они, именно этот металл стальной, ничем не хуже, чем серебро и золото, на мой взгляд. Не просто так, такие мировые бренды, какие я перечислила, Tiffany, они, как я заметила, только из золота и серебра делают украшения. А вот такие, как даже Шапарт, они сочетают сталь с драгоценными металлами. И я еще говорила, и Calvin Klein, и Fossil, они делают свою ювелирную бижутерию именно из стали. Поэтому как-то я увлеклась и стала обращать внимание именно на эти изделия. И вот сделала даже в Минске покупки этих изделий. Хорошо, что в Silver Moon такие интересные появились украшения. Это, кстати, новая коллекция, эти сережки и колье. Ну вот, посмотрите, какая прелесть. Я даже платье подобрала, чтобы лучше подчеркнуть цвет стали. Она того заслуживает. Это металл просто непревзойденный. Я в него влюблена. Вот так вот выглядит это интересное колье, на мой взгляд. Вот и гравировочка здесь прекрасная. Супер. Я просто балдею. Это что-то невероятное. Немножечко платьишко свое подправлю. Кстати, у меня платье, оно брендовое, но по качеству я бы не сказала, что оно уж очень такое сильно-сильно качественное. Оно красивое, но спустя годы замок немножечко испортился. Также, видите, бретельки, они не регулируют. Это я о чем? О том, что не всегда оригинал так хорош. Поэтому ничего страшного, что у меня колье из стали, а не из серебра, как это у Tiffany, а сережки тоже не из золота 750 пробы, а из стали. Очень мне нравится этот металл. Давайте сережечки покажу на себе. Вот так вот они смотрятся. Я до сих пор думаю еще о тех более пузатеньких сережечках. Но эти тоже красивые. Кстати, вот я примеряю это колье. Там еще было другое колье. Оно было на двух таких вот цепочечках. То есть двойная цепочка серебряная, стальная. И здесь более плоский кулон, тоже с надписью Tiffany. Тоже мне очень понравился. Может быть, тоже куплю. Что-то я прониклась этим брендом. Как-то вот, видите, если не сильно кричащее, оно смотрится, на мой взгляд, очень благородно. Я в восторге, и даже какой-то, знаете, вот ощущать на себе мужской металл. Я скорее отношу сталь к мужскому вот началу. И здесь вот на себе ощущать мужской металл в женском обличье. Очень интересное изделие, на мой взгляд. Вот я в сталь влюбилась. Девчонки, попробуйте сталь. Может, и она вас так притянет, меня притянула. Также я сняла микрофон, чтобы вам продемонстрировать некоторые фокусы и фишки с ювелирными изделиями, то есть когда ювелирные изделия используются не по назначению.
И начну я с колечка. Ну, колечко, к сожалению, не от Silver Moon. Может быть, в будущем приобрету я все-таки еще к моему наборчику вот это вот колечко под Tiffany, мягкое кольцо. А теперь покажу первую фишечку, которая мне очень понравилась в их рилсах в Instagram. Показывала опять эта девочка рыженькая. К сожалению, забыла, как ее зовут. И вот начинаем. Продеваем любой легкий шарфик или платок, скорее, то шарфик не проденешь через колечко. И вот так вот продеваем. Затем надеваем его вот так вот. И еще вот так. Уже что-то в этом есть. Тут у меня зеркало. Вот, уже что-то такое интересненькое. Все-таки, видите, как украшения поднимают настроение и даже вот в таком стиле. Затем, для того, чтобы сделать, может быть, побольше вот этих вот вывертов, подвывертов, можно еще в это колечко, если оно большого размера, удобнее, конечно же, у меня размер колечка, по-моему, 16,5, поэтому, видите, с трудом уже платок лезет, но даже так уже нормально. Также можно и эту часть сюда продеть, ну, я ее вот так вот сделаю, и тоже получается очень даже неплохо. Мне так понравился этот фокус с колечком. Вот все-таки мое любимое выражение: в простоте гениальность. А теперь, то есть, перейдем к следующему фокусу, фишке, который я покажу именно с моей серебряной цепочкой, которую я тоже подсмотрела у них, но повторки не нашла. Запомнила просто, мне очень понравился этот фокус с цепочкой. Он очень простой, но интересненький. Теперь хочу показать вам фишку с ювелирными изделиями или фокус своего рода, как можно превратить, например, длинную цепочку, у меня это серебряная цепь, плетение Snake, она для меня длинновата, поэтому ее можно превратить в красивый, интересный, привлекающий внимание браслет. Как это делается? Вот цепочка, вот здесь вот ее концы. Значит, что нужно сделать? Это нужно делать, конечно, вдвоем. Вот я вот так вот положила руку. Вот эти два хвостика я в эту петлю провожу. И что делаю дальше, чтобы у меня получился ажурный браслетик? Один конец сюда, другой конец сюда. Сейчас я застегну. Вот, прям переворачиваю, при вас застегну. Вот я застегнула замочек, и вот такой получился браслетик. Видите, он даже так вызывает внимание, хочется его рассматривать. Вот прям второе дыхание у цепочек. Поэтому не торопитесь передаривать длинные для вас цепочки. Из них можно сделать вот такой вот замечательный браслетик. Очень мне нравится, даже с кольцом этим сочетается. Вот и все. Можно вот эту линию сюда положить, выложить, и будет вот такой вот браслетик. Супер! Идея классная. Кстати, я ее подхватила из аккаунта Silver Moon. Очень мне понравилось. Вот такой, на мой взгляд, интересный бренд Silver Moon. Мне даже нравится его название Silver Moon, то есть серебряная луна. Вы, кто меня смотрит с первых моих видео или вот все мои украшения смотрели, вы знаете, что я очень увлеклась серебром и очень люблю этот металл. И, конечно же, название этого бренда, этой компании греет мое сердце. Хоть сегодня я, кстати, тоже в стали 316L, но не от Silver Moon. Но мне так понравилось обслуживание там, мне нравится их Инстаграм, он меня как-то развлекает, я его выделяю даже из всех аккаунтов, которые существуют в Инстаграм по ювелирке.
Очень такой он увлекательный, интересненький, и даже насколько я отрицательно относилась ко всем вот этим вот подделкам, даже я соблазнилась и купила вот эти вот Тиффани. Ну, почему нет? Даже как-то, знаете, чувствуешь себя более престижно, что ли, когда надеваешь на себя хоть что-то напоминающее о таком бренде. Поэтому эти все женские штучки, они очень приятненькие. Напишите, как вы относитесь к таким компаниям. Может быть, и в вашем городе есть Silver Moon, я не знаю. Буду ждать вас в комментариях. Мне всегда интересно читать ваше мнение обо всем этом, что я купила, что я примерила, отношение к этим фишечкам. Жду вас в комментариях, короче. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Уже скучаю.